А ну-ка иди сюда, О, братик, ты что, тоже здесь? Прикинь. Наверное, каждый, кто иногда залипает на короткие видосы, уже видел этого персонажа. Видео с ним сейчас набирают какие-то недосягаемые просмотры, и в голове уже просто заедает песня, под которую танцует Пукуё. Ну и как бы я захотел это все повторить, но только в Blender. Видео будет состоять из 3 этапов, а именно создание модели Пукуё, риггинг персонажа и анимация. И вот что в конечном итоге у нас должно будет получиться. Me lo sé fantastic, soy adicto a cómo lo mueve, lo mueve, lo, cómo lo mueve, lo, cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve, lo, cómo lo mueve, lo, cómo lo mueve, lo, cómo lo mueve. Началось все, в принципе, с того, что я, во-первых, создал вот такую модельку. Здесь еще не примененные модификаторы. Взял я вот такие референсы для воссоздания модели. Также вы видите еще на экране, какие были использованы референсы. Ну и в качестве быстрого примера я покажу вам, как я сделал туловище для персонажа, чтобы у вас было небольшое представление о том, как в целом происходило моделирование. Давайте для начала создадим кубик. Так, его поднимем. Перейдем в Edit Mode, добавим один луп посередине и удалим вот эти точки. Затем перейдем в Object Mode. И добавим сюда модификатор Mirror. Еще сделаем клиппинг. И начнем потихонечку формировать форму нашего туловища. Добавим также вот здесь дополнительное ребро, чтобы отсюда экструдировать нашу руку. Добавлю еще один референс на виде сбоку, чтобы точно повторить геометрию модели по картинке. Давайте теперь накинем модификатор Subdivision Surface. И вот потихоньку уже начинает вырисовываться вся картина. И теперь нам остается лишь подравнивать точки к референсу, подгонять их, чтобы сделать геометрию более точной, похожей на референс. Добавлю также здесь еще один дополнительный лупкат. И чуть вот так вот передвину эти точки. Затем давайте выберем вот этот полигон. Немного его вот так задвинем.
Давайте инсертнем этот полигон и задвинем его вовнутрь. Ну, примерно как-то так. Я бы еще над этой моделькой поработал, но для примера, я думаю, будет, в принципе, достаточно. Дальше можете сами по ходу разобраться и примерно так же делать, как и я. Ну а мы продолжаем. Следующим было создание рига для модели. И я объясню вам простыми словами, какие кости вообще есть и за что каждая кость отвечает. Если ты уже шаришь в этом, то мотай ролик сразу на этот тайминг. Представь, что ты делаешь мультяшного персонажа, и чтобы заставить его двигаться, тебе нужен скелет, который состоит из костей. Место, где находится наша кость, будет зависеть от того, какую часть тела она будет двигать. Вот, например, за что отвечает кость Head. Это самая обычная кость. Также существуют другие вспомогательные кости. Они помогают нам упрощать процесс анимации, экономя много времени. Вот здесь у меня расположена группа костей. Bones отвечают за самый обычный тип костей, таких как голова, рука или нога. Следующая группа — это Deform Helpers. Они как бы являются более утонченными версиями обычных костей, что делает анимацию более точной. И, наконец, кости инверсной кинематики — это особые помощники кости, которые делают анимацию намного проще, особенно для ног и рук. Как это работает? Вместо того, чтобы двигать каждое звено, бедро или колено по очереди, ты просто хватаешься за самый конец цепи, например, за стопу или кисть, и когда ты тянешь стопу в новое место, блендер автоматически рассчитывает, как должны изогнуться и повернуться все остальные кости. Это как если бы ты поднес кружку, чтобы попить. Ты не думаешь о том, как поворачивается твой локоть и плечо, ты просто тянешься к кружке кистью, и все остальные части руки подстраиваются сами. Теперь переходим к этапу анимации. Так как движения танца цикличные, то нам будет гораздо проще. Выберем наши кости, перейдем в Pose Mode и поставим начальную позу нашей кости. Затем жмем клавишу K и выберем вот этот параметр. Переместимся на линии таймлайна и передвинем кости в конечную позу. Жмем K и выбираем тот же параметр. Затем выберем все наши кости, вернемся к начальной позе, выделим все кейфреймы и скопируем, нажав Ctrl-C. После переходим на самый конечный момент движения и вставляем нашу начальную позу, нажав Ctrl-V. Теперь все готово. По такому же принципу анимируем другие танцы. Чтобы сбросить все на начальную позицию, жмем Ctrl-G, Ctrl-R и Ctrl-S. Если вы как-то двигали, поворачивали или масштабировали свою модель. Ну и, конечно, подготавливаем сцену, расставляем свет, добавляем поверхность, окружение, камеру и рендерим нашу работу. Остался последний и самый главный этап. Если понравилось видео, то поставь лайк и подпишись на канал и группу в ТГ. Спасибо за просмотр.